going down in the West Hollywood. I'm gonna keep on dancing in the Pink Pony Club. Pink Pony Club. Здрасте, это я, Этель, самая лучшая в мире репетиторша по английскому, с которой почти никто не хочет заниматься. И сегодня я расскажу о скрытой угрозе перхоти. На случай, если вам реально нужна помощь с перхотью, а не видеоэссе, я так уж и быть перенесу вступление в конец видео. Перхоть. Это когда на голове облазит кожа. Ужас, да? Это симптом, а не болезнь. И как только вы его фиксируете, набегают толпы желающих поживиться на ваших комплексах. Среди которых главные злодеи сегодняшнего выпуска, вызывающий зависимость Head and Shoulders. Если его уже запретили по политическим причинам, то любой из аналогов. Дело в том, что шампунь от перхоти – это весьма сильнодействующее лекарство от целого ряда грибков. Грибки вызывают воспаление, шелушение, пересыхание и так далее, а шампуни вызывают зависимость или даже резистентность этих грибков к лекарству. Хотя, казалось бы, выбор логичный – использовать шампунь от перхоти. Этот выбор не самый верный. Убрать воспаление кожи нужно не быстрым решением, а методичным исследованием своего тела. Как оно лично у вас работает и что в конкретной ситуации вызывает неисправность. Давайте вместо того, чтобы предполагать худшее, грибки, проведем исследование. И первое, что нужно искать, это когда же начались проблемы. Что изменилось? Самое страшное, что может нас поджидать в этом пункте, это ничего не изменилось. Никаких новых продуктов, никаких погодных изменений. В таком случае варианты следующие. Первый, самый коварный, это неочевидная аллергия. Возможно, ваш организм дал сбой и теперь воспринимает какой-то продукт, может быть, даже гипоаллергенный продукт, как опасное вторжение микробов. Казалось бы, гипоаллергенные продукты волшебные, особенные, но я уверяю, нет ничего, что наше тело не способно себе сломать. Каждый день в течение одной недели принимайте какое-то средство от аллергии, например, диазолин. Только, пожалуйста, без фанатизма, так как они сильно снижают иммунитет. На практике что-то вроде диазолина может научить ваш организм перестать бояться аллергена. Вот как раз за неделю. Но если этого не произошло, придется ли радикализировать подход? Перейдите на жесткую диету, смените шапку, уменьшите контакт с головными уборами в принципе. Никакой косметики, духов, конфет, шоколадок, гипоаллергенных котят. Вашим врагом может оказаться даже самый привычный и не вызывающий аллергию у всех остальных продукт. Так что просто помучьте себя недельку, от вас не убудет, а вдруг и правда, а? Через недельку перхоть должна отступить. А если она не ослабла, то поздравляю, у вас нет скрытой аллергии. Это просто прекрасно. Следующий пункт исследования – жесткая вода. Однажды у деда на чердаке я нашла странную насадку для душа, которая превращает мягкую воду в жесткую. Нет, там была насадка, которая превращает жесткую воду в мягкую. Вот. Мягкая вода была противная, вызывала очень странное ощущение, так что эксперименты с ней я забросила. А годы спустя вдруг выяснилось, что у меня от жесткой воды зудит и шелушится кожа головы.
был ли это проклятый предмет, или дедушкины реликвии намекали на наследственность, мы никогда не узнаем. А вам, девочки, я советую попробовать специальный шампунь. Нет, не шампунь от перхоти. До этого мы все еще не дошли. Это не панацея. У вас, может быть, там вот нет никакого грибка. Спокойно. Да, у некоторых моих подружек дрожжевая инфекция переходит на кожу головы периодически. Да, Настя? Но у вас, может, все не так. От жидкой воды помогают подавляющее большинство шампуней-кондиционеров и шампуней-бальзамов. Кондиционеры в последнее время пропали с полок магазинов в России, возможно, по политическим причинам. А вот бальзамы спавнятся везде, где только можно, будто пытаются захватить мир. Попробуйте и то, предварительно прочитав инструкцию на этикетке. Есть вероятность, что перхоть пропадет уже на второе мытье головы. Ну, если мыть по инструкции. Почему я советую сначала тест на аллергию, а потом уже на несовместимость с местной водой? Потому что если у вас аллергия, то она может преследовать и портить жизнь еще очень-очень долго, вызывая не только перхоть, но и прыщи, псориаз, бессонницу, несварение, заложенность носа и кучу других проблем. И если вы сразу устраните перхоть любым из банальных кондиционеров, то это будет полмера, а я такое не люблю. Допустим, у вас уже замечательный шампунь, который идеально вам подходит, а перхоть все равно есть. Как часто вы моете голову? Большинство девочек сейчас поклянутся, что каждый день, некоторые даже скажут, что утром и вечером. Но нужно помнить, что социальное одобрение – это одно, а физиология – другое. Так что есть вероятность, что вы замыли голову в смерть. Недостаточно хорошо смывали шампунь, тиранили тоником, а если вы старая бабушка, то может быть даже лаком для волос. В то же время какие-нибудь итальянские мачо умасливают черепушку маслом для волос и бороды, делая прическу неприкасаемо жирной. Вот и думайте теперь, стоит ли девственная чистота таких страданий. И если для вас так важно быть самой чистой в городе, спрячьте волосы под красивым платком или декоративной чалмой и дайте коже отдохнуть от бесконечного мытья. Ну или спрячьтесь в глубокую пещеру стыда, где вас никто не увидит. Если перхоть пройдет, когда баланс жирности и микрофлора восстановятся сами по себе, то вы генетическая заморашка, которой предстоит развивать внутренний мир, чувство юмора и харизму, потому что за внешность вас точно никто не захочет. Ведь если мыть эти жирные вонючие волосы, то будет перхоть. А если не мыть, то вас закидают тампонами в ближайшем общественном туалете. А еще можно пойти на качалку. Тогда и камнями забить не смогут, и мужчину получится отхватить. Правда, слабенького. Но это лучше, чем ничего. В качестве альтернативы можно стать драг-кингом и заполучить достойного самца из числа любителей трансгендеров. А в качестве бонуса можно будет пользоваться маслом для волос. Может быть, даже фиалковым. Любі мої пиріжечки, только теперь, когда вы попробовали все остальные способы, наконец-то можно применить тот самый набор противогрибковых лекарств. Причем не факт, что первый попавшийся аптечный шампунь от сибарей вам поможет. И еще, скорее всего, придется сжечь инфицированные головные уборы, прокипятить гребни и даже серьги, кольца и наушники, потому что, вопреки ожиданиям, сибарейные грибки распространяются на все места, контактирующие с кожей головы. И пока вы лечите макушку, шампунем, ваш иммунитет борется с грибком изнутри, так что его придется усилить иммуностимулянтами.
Бирака Седан Шигриш, вы смотрите это видео. Шампунь от перхоти вам уже не помог. Так что остается последнее и самое страшное. Надевайте солнцезащитные очки, аридную маску, может быть даже маску-лепесток. Гасите геолокацию в телефоне и окольными путями или даже на такси отправляйтесь в кожвен-диспансер. Скорее всего, он работает только в будни, так что нужно выкроить время. Там дерматолог или даже дерматовенеролог поможет вашей ужасной проблеме. Если повезет, конечно же. Если не повезет, то посоветуют, я не знаю, обриться на лысо и носить парики, смазывая кожу цинковой мазью. Я лично не против париков, но они дорогие, жаркие, и под ними у меня все чешется. Да, и очень важно напомнить, что вероятность того, что вас успешно вылечат в частной клинике, сильно меньше, потому что там найдут 1001 анализ на самом современном оборудовании, а вот лечение в итоге окажется таким же, как и бесплатно в поликлинике, ну или в вашем случае в КВД. На этом советы закончились. Большое спасибо, что поставили лайк и колокольчик, а я перехожу ко вступлению, которое принесла в конец из соображений гуманизма. Начну с того, что наш организм эволюционировал в мире без смартфонов и зеркал, так что иметь в голове детальный образ своей внешности в Full HD мы начали совсем недавно. И ежедневный взгляд в зеркало во время чистки зубов влияет на нас не хуже дядюшки Грумера с его мотоциклом, насваем и теплыми волосатыми ладонями. Видите ли, поскольку мы биологически заточены все упрощать, то социум воспринимается как набор ролей. А на тейные роли нужны тейные актеры. Ну не может же бабуля одеваться как школьница и играть на детской площадке, а брутальный мужик с мордой кирпичом иметь чувства и внутренний мир. Когда мы видим мискаст, возникает когнитивный диссонанс, и шовинистическая часть нас, наше внутреннее животное, если хотите, возмущается. Так вот, это работает не только на наблюдение за неигровыми персонажами, но и на нас самих, на этапе редактора внешности. Когда вы стоите перед зеркалом с губной помадой или зубной щеткой во рту, вы видите набор черт, связанных с конкретными ролями. У вас хитрые глаза, ну как, например, у лисички, или, может, крысиный нос. Ну все, нужно быть ехидной, коварной, подлой, вертлявой, соответствовать внешности, так сказать. У вас лицо бывалого штурмовика? Ну что ж, теперь писать стихи и нюхать розы нужно соответствовать. Специальным агентством мы закрепляем свой роль, глядя в зеркало, и закрепляем поведение в зависимости от оболочки. Когда по-хорошему нужно, наоборот, отгонять свой мясной костюмчик под внутренний мир. И, к счастью, для этого у нас есть одежда. Благодаря правильно подобранному стилю можно обезболить когнитивный диссонанс окружающих. Может даже усилить черты, дающие вам привилегии и преимущества. Так, при чем же тут перхоть? При том, что она мешает, как и прыщи, убривая сыпь и всяческие косметические дефекты. Зеркало мучает нас эмоционально. Мы страдаем от осознания своей неправильности, некрасивости, ущербности. Начинаем злиться на молодых и красивых полуэльфиек, полуазиаток вокруг нас. А если не получается скрыть косметические дефекты косметикой, вызываем у окружающих тот самый когнитивный диссонанс. Ведь они ожидают, что люди с прыщами и перхотью
должны забиться в уголок и уповать на милость и снисхождение любого, кто их красивее или хотя бы без косметических дефектов. И если мужчины традиционно уходят посвящать себя какому-то важному делу или могут стать достаточно сильными, что их побоятся угнетать за внешность, то женщины традиционно и иерархично угнетаются до состояния полного ничтожества. Так что неочевидная опасность перхоти в том, что она подрывает психическое здоровье и социальное взаимодействие. Так же, кстати, как и прыщи, и хронические болезни желудочно-кишечного тракта, вызывающие плохой запах изо рта. И меня бесит, когда косметичку считают признаком поверхностности и потребительства, в то время как это на самом деле что-то вроде средства самозащиты. Вот почему я решила посоветовать не кидаться на первый попавшийся шампунь из рекламы, а начать с бесплатных и дешевых альтернатив. Пускай мы не можем изменить человеческую природу, это все же не повод подмахивать, в смысле потакать ее порокам и тем более на них наживаться. Ну а раз вы уже досмотрели по таинственным причинам до этого момента, то я вам даю свою последнюю, так сказать, королевскую пару советов секретных. Для девочек от перхоти могут помочь блестки, а для мальчиков бриолин или религиозные шапочки. Вы все правильно поняли. Если украсить кожу головы блестками, то будет неясно, что это перхоть или блестки. Ну, а хорошо закрепленная бриолином или религиозной шапочкой, пусть и не по размеру прическа мальчика, просто не выпустит перхоть на плечи. С вами была я. Если хотите песенку из Суна и сочиню, да в Телеграм пишите, не стесняйтесь, всегда рада. И лайки, колокольчики.